Привет, друзья! Харрисон Форд – киноактер и продюсер, сыгравший за свою жизнь несколько десятков ролей. Но два его героя останутся в истории кинематографа навсегда. Это Хан Соло из «Звездных войн» и бесстрашный ученый и искатель сокровищ Индиана Джонс. Помимо основной деятельности, актер занимает пост вице-президента Американского общества защиты природы. Он призывает всех поклонников его творчества помнить, что человек лишь один из множества видов, населяющих нашу планету. Харрисон Форд имеет собственную звезду на Аллее Славы. Так как начиналась его карьера и сколько он смог заработать? Давайте разбираться вместе. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живет Харрисон Форд и сколько он зарабатывает. Харрисон Форд появился на свет в роддоме города Чикаго 13 июля 1942 года. Счастливыми родителями первенца стали Кристофер Форд, менеджер в рекламном агентстве, и Дороти Нидлман, бывшая актриса на радио. В крови актера намешан весьма интересный коктейль. Бабушка и дедушка со стороны отца были ирландцами-католиками, а бабушка и дедушка по материнской линии – евреи из Минска, эмигрировавшие в Штаты в 1906 году. В детстве у тихого и стеснительного Харрисона было немало проблем с местными хулиганами. Отдушину он находил в отряде бойскаутов, где проявлял большие успехи. Именно за детские заслуги Форда Стивен Спилберг сделал юного Инди скаутом сценарий фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Окончив школу в 1960 году, Харрисон Форд начал изучать философию в Риппон-колледже штата Висконсин. На последнем курсе он записался в театральный кружок, чтобы побороть стеснительность. И как потом вспоминал сам Форд, он был очарован актерством. «Я просто поздно созрел, но наконец нашел себя». С трудом перебарывая страх перед публичными выступлениями, он выходил на сцену и забывал обо всем, увлеченной историей своего героя. Что касается учебы, здесь он проявил себя не с лучшей стороны, и когда до выпуска оставалось всего ничего, его отчислили. В 1964 году он вместе с Мэри Марквард, подругой по колледжу и будущей женой, переехал в Голливуд, надеясь найти себе работу по душе. 2 года он работал барменом, пока не заключил контракт со студией Columbia, где ему посулили $150 за каждую роль. Первая роль в кино Форду досталась в криминальной драме «Смертельный жар на карусели» 1966 года. Он появился в одной из сцен в качестве посыльного и получил первый гонорар, обещанный $150. Кто-то из руководства тогда пренебрежительно бросил ему: «Завязывай, неудачник, ничего у тебя не получится». Плюнув на мечту, Форд, к тому моменту уже отец двоих малышей, решил зарабатывать на жизнь плотником. И, как оказалось, сделал самый важный выбор в своей жизни. Он сколотил сцену для концерта группы Джима Моррисона, потом построил домашний солярий для актрисы Салли Келлерман, собрал мебель в доме продюсера Фреда Росса. Во время работы Форд разговорился с Россом, и тот пообещал ему прослушивание в новый фильм Джорджа Лукаса «Американские граффити». После кастинга актера утвердили на второстепенную роль Боба Фелфи. Молодежную комедию ждал огромный успех. Для Форда этот опыт стал неоценимым. Хорошие отношения с Лукасом позволили ему получить приглашение на кастинг в фильм «Звездные войны. Новая надежда». Форд прошел прослушивание на общих основаниях и стал космическим пилотом-контрабандистом Ханом Соло. Вышедший в 1977 году фильм «В мгновение ока» стал культовым, собрал 7 статуэток «Оскар» из 11 номинаций, а Харрисон Форд стал звездой мировой величины. При этом весь гонорар Форда за эту часть «Звездных войн» составил $1000. К роли Хана Соло он вернулся в не менее успешном продолжении звездной саги «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая». Форд упрашивал Лукаса убить его персонажа в последнем эпизоде. Он считал, что это придало бы саге законченный вид. Но режиссер отказался. Лишь в интервью 2015 года Харрисон признался, что Лукас был прав. На счету у Форда немало выдающихся ролей, но по популярности в массовой культуре может соперничать только одна. Разумеется, речь идет о легендарном находчивом археологе Индиане Джонсе. Первую часть похождений культового персонажа, вдохновившего немало юных умов на изучение истории, зрители увидели в 1981 году. Ленту «Индиана Джонс в поисках утраченного ковчега» снимал Стивен Спилберг, который придумал идею сценария совместно с Джорджем Лукасом. Они вместе отдыхали на Гавайях и как-то раз, валяясь на пляже, возвели замок из песка. И понеслось. Съемки фильма обошлись Лукасу и Спилбергу в $20 миллионов.
В прокате первая часть «Индианы» собрала $383 миллиона, окупившись почти в 20 раз. Только в Штатах сеанс посетили более 88 миллионов зрителей, которые с открытым ртом наблюдали, как Индиана Джонс убегает от гигантского шара. Эту сцену, к слову, снимали без дублеров. Хотя шар был сделан из стеклянного пластика, а не из натурального камня, он весил больше тонны, и Форду действительно грозила опасность. В 1985 году успех был закреплен сиквелом «Индиана Джонс и Храм судьбы», который дался актеру ой как нелегко. Харрисон повредил спинной диск, когда катался верхом на слоне. Третья часть «Индиана Джонс и последний крестовый поход» с Фордом и Шоном Коннери увидела свет в 1989 году. Мастерство всех приложивших руку к ее созданию помогло фильму избежать типичной для продолжений потери зрительского интереса, рейтинги не уступали первой части. Спустя почти 20 лет после выхода последнего крестового похода Индиану Джонса решили воскресить. Форд, будучи уже не в столь хорошей физической форме, вспоминал навыки владения хлыстом и признавался, что в его возрасте мало кто может сохранить хорошую форму, и он не исключение. Зато он может ее отлично сымитировать. Харрисон Форд умеет договариваться с режиссерами. Иначе как объяснить тот факт, что за вторую часть «Индиана Джонс», которую решили снять почти через 20 лет после первой, он потребовал $65 миллионов. Отказать актеру создатели ленты, конечно, не могли. Зато Форд пообещал, как и прежде, выполнять все трюки самостоятельно и сдержал слово. Фильм получил не столь хорошие отзывы, как его предшественники, а сцена, в которой Джонс прячется от взрыва атомной бомбы в холодильнике, и вовсе возмутила зрителей. Тем не менее, Спилберг не стал отказываться от денежной франшизы и вскоре анонсировал выход пятой части. Личная жизнь актера всегда была предметом пересудов. Сам актер редко комментировал слухи о собственной персоне. Женившись в 1964 году на Мэри Марквард, 2 года спустя он впервые стал отцом. Мальчика назвали Бенджамином. В 1969 году у пары родился сын Уиллард. В 1979 году супруги подали на развод. Второй женой Харрисона Форда стала сценаристка Мелисса Мэттисон. Свадьба состоялась в 1983 году. Мелисса подарила мужу сына Малкольма и дочь Джорджию. В 2001 году их отношения закончились. В 2002 году Форд начал новые отношения с актрисой Калистой Флокхарт, с которой он познакомился на церемонии премии «Золотой глобус». Вскоре они усыновили мальчика по имени Лиам. В 2009 году, на День Святого Валентина, Форд сделал возлюбленной предложение, которое она с радостью приняла. Харрисон занимается спортом. Через день он посещает тренажерный зал, 3 раза в неделю играет в теннис. Его главное увлечение – авиация. Первые уроки пилотирования он получил в 60-х годах, но тогда ему попросту не хватило денег закончить обучение и получить лицензию. Лишь в середине 90-х Харрисон приобрел с рук частный самолет и попросил знакомого пилота дать ему пару уроков. С тех пор актер чувствует себя в воздухе, как рыба в воде. В 2000 году его страсть к полетам спасла жизнь туристки, заблудившейся в горах Айдахо. Его вертолет приземлился перед ошеломленной женщиной, которая даже не узнала в спасителе Форда. Как рассказывала потом женщина, она просто не ожидала, что мужчина в футболке и шляпе ковбойки окажется голливудской звездой. А в 2001 году актер вновь нашел потерявшегося человека. На этот раз им оказался мальчик-бойскаут Коди Клоусон. В послужном списке актера есть по меньшей мере 6 фильмов, за каждый из которых Форд получил больше $20 миллионов. Харрисон Форд зарабатывал такие гонорары на протяжении 5 лет, начиная с «Собственности дьявола» и заканчивая фильмом «Что скрывает ложь». Это лишь те гонорары, о которых известно из интернета. Сколько на самом деле он заработал? Этого мы точно знать не можем, но он входит в список одних из самых высокооплачиваемых звезд Голливуда, причем до сих пор. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч! Пока!